Обычная строительная пила даже удобнее медицинской пилы. Да, у меня было пару случаев, когда я пришел, и была моя очередь вскрывать убийство, а на столе лежал мой друг детства. Как-то невольно, знаешь, получается то, что с трупами разговариваешь. Что ж ты, лапочка, что ж ты так запустила там свои почки? Привезли тело с улицы, вроде констатировали смерть, положили в холодильник. А через пару часов оттуда стук. Меня зовут Соловьев Дмитрий Андреевич. Я действующий врач, патологоанатом. Ну или как в простонародье, последний доктор. Ну или как меня называют друзья, трупорез. Патологоанатом я начал работать в 2015 году, когда окончил интернатуру. Раньше я жил в Дмитрове, там начал работать. На протяжении 1,5, наверное, 2 года я там проработал, после чего мне предложили должность заведующего судебно-медицинским отделением здесь, в Талдоме. Я, не раздумывая, согласился, переехал сюда и начал работать судмедэкспертом и патологоанатомом. В 2020 году я все-таки решил, что судебно-медицинскую экспертизу я заброшу и останусь только в патанатомии. Но работа, что могу сказать, интересная, местами веселая, и с моей нервной психикой все нормально. У нас район небольшой, население около 50 тысяч, соответственно, и больница тоже небольшая, трупов немного. Если посчитать на тот момент, когда я совмещал 2 профессии, у меня в месяц было от 30 до 50 трупов. То есть это на одного врача вполне нормальная нагрузка, да, на одну ставку, то есть можно работать, все успевать. Сейчас, естественно, меньше, то есть 10-15 трупов я в месяц вскрываю. Но сейчас добавилась, конечно, работа еще с живыми, биопсия, гистология, то, что берется, микроскоп смотрится. За счет этого, конечно, оно по времени занимает, можно сказать, так же. Сегодня, соответственно, я, когда пришел на работу, переоделся, в первую очередь посмотрел холодильники, оценил фронт работы. На сегодня у меня поступило 2 трупа на исследование. Женщина 87 лет и мужчина 54 лет. Собственно, сейчас, после изучения всех историй, которые я забрал с отделения, я приступлю к исследованию трупов. Большую часть времени занимает, конечно, работа с журналами, с протоколами, то есть где я пишу заключение, выписываю медицинские эти документы, свидетельства о смерти. График у меня 5-2, с 9 до 3. Как у хирургов, у большинства медицинских специальностей, у меня идет по вредности год за 1,5. То есть на пенсию я выхожу не через 30 лет, а через 20. Собственно, после изучения истории болезни мы сейчас направляемся в секционную для изучения трупа, для установления его причины смерти. У меня оба родителя врачи. То есть у меня выбора профессии, собственно, не стояло. Я давно решил, что я пойду по их стопам. Но на 5 курсе у меня начался цикл судебно-медицинской экспертизы. Мне прям это все очень понравилось, интересно, в морге. То есть до этого в морге мы были на патанатомии, меня так не цепануло. А судмедэкспертиза меня прям зацепила. Я решил, что да, это мое, хочу тут остаться. Так, собственно, тут у меня, так скажем, бокс для переодевания, где у меня все необходимое, чтобы подготовиться к исследованию трупа. Здесь я обычно начинаю все с обработки рук. Свой первый рабочий день я никогда не забуду. Это было как раз в интернатуре. Когда я первый раз пришел, познакомились, поздоровались. Я-то думал, у меня какой-то теории еще будут обучать. Он в первый день сразу отвел меня к трупу, одел, сам 1 раз вскрыл, показал, как все делается, положил мне на другой стол другого трупа и сказал: делай, а я буду наблюдать. И я встал и сразу в первый рабочий день начал вскрывать труп. Да, естественно, это заняло полдня рабочего. Но я помню этот восторг, когда сам руками что-то начал делать. В институте мы только смотрели вокруг стола. А тут, да, я очень долго ковырялся, делал под его наблюдением. Весь по локоть в крови, но счастливый и довольный. Потому что такого, конечно, первого дня не ожидал. Патологоанатом
и судебный эксперт. Это одно и то же или это две разные вещи? Нет, это совершенно две разные профессии, как хирург и терапевт, например. Патологоанатом занимается болезнями, а судмедэксперт большая часть занимается криминалом. Все трупы, которые умирают вне больницы, они автоматически попадают к судмедэксперту, так как неизвестно даже, какая там бабушка, дедушка, и все думают, что она умерла сама, а ее могли отравить. Вот. И то, что это не видно без вскрытия, а бывали случаи, то, что ради наследства. Просто втихаря, да, пытаются убить, скрыть. Поэтому тут сейчас это все стоит на большом контроле, и судмедэксперты обязательно всех вскрывают. Я же занимаюсь трупами, которые умирают в больнице и умирают от заболеваний. То есть у нас не бывает гнилых трупов, которые, там, бывает, день-два дома полежат в тепле, они уже зеленые приезжают. Ну и в остальном все убийства, травмы, ДТП, это переломы, это много крови. У меня все чище. А это, собственно, холодильник. Холодильная камера, если быть точнее, на 10 мест. Вот так выглядит места, где лежат трупы. Очень большое заблуждение всех то, что многие думают, что трупы замораживаются. Это не так, потому что температура холодильника настраивается по-разному, но в среднем она от 2 до 6 градусов. Это оптимальная температура, при которой наименее выражено гниение, и оно очень медленно протекает. Ну, сейчас, как и много лет, уже на первых 2 строчках болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Их, конечно, да, рака становится все больше и больше по статистике. А дальше уже все остальные идут органы, вот, плюс насильственная смерть. Но первые 2 это, да, это сердце и рак. Я свою жизнь без музыки не воспринимаю, поэтому вся моя работа происходит под легкий фон. Очень классная, очень красивая вещь, которую, я думаю, видели все в фильмах. Это этот великий фартук патологоанатома. Какой патологоанатом работает без фартука? В мясной лавке. Да, как в мясной лавке, это точно. За эти 8 лет я уже перевскрывал все, что можно. То есть попадались вообще уже все заболевания, что только существуют. Необычные, естественно, да, были, но это, в принципе, все было в судебке. То есть, когда судмедэкспертом работал, да, это различные убийства, криминал и что только не было. То есть, когда я работал еще в Дмитрове, нам привезли в отделение бочку, которую подняли с канала имени Москвы со дна. Вот в этой бочке 26 лет консервировался, так скажем, труп, которого засунули в бочку, залили цементом, закатали и кинули туда. Вот. Если бы кто-то там не раскололся, не рассказал бы, он бы так и лежал. Но за счет того, что там кислорода не было, то есть труп очень хорошо сохранился, то есть он практически без гнилостных изменений был. Да много разного. Когда случайно находил убийство, когда на улице лежал труп, и вроде никаких насильственных повреждений, ничего нету, а потом начинаешь на столе раздевать, исследовать, и находишь там пару-тройку ножевых ранений, вот от которых он умер. Естественно, все это сразу сообщается в органы, приезжают следователи, и все это начинает крутиться, искаться. Ну, приступим. Человек такое существо, то, что он привыкнет к любой профессии, что бы он ни делал. И все-таки я отношусь к этому как к работе. И поэтому для меня мертвый человек – это всего лишь объект исследования. То есть я не думаю, там, какой он был при жизни, еще что-то. То есть я занимаюсь именно своим делом, мне нужно установить причину смерти. Да, у меня было пару случаев, когда я пришел, и была моя очередь вскрывать убийство, а на столе лежал мой друг детства, вот, которого ночью убили, зарезали. Это, конечно, да, было неприятно. Вот, то есть я долго через себя это пропускал, но как бы работа есть работа, что делать? Совсем небольшие вот такие тела, которые там 40-50 килограмм, бабушки, дедушки, с ними вообще никаких проблем нету. Скажем так, проблемы начинаются где-то от 180 килограмм, потому что у меня недавно как раз был случай,
когда ко мне поступил мужчина, и он весил около 180 килограмм. Как раз был размером со стол, то есть бока уже свисали даже со стола. Ну и, собственно, можно, я думаю, приступать к раздеванию, так скажем. Запах, безусловно, есть, но от обычных трупов он незначительный. Я лично уже давно к нему привык, и я его не ощущаю. То есть люди, которые впервые приходят в морг, говорят, что запах какой-то есть небольшой. Во время вскрытия, да, когда разряжаешь там, желудок, кишечник, оно, естественно, все это запах стоит. Вот никуда от него не деться, но это не такой запах, чтобы там падать в обморок. То есть это обычная маска, я его тоже практически уже не замечаю. Из интересных запахов это запах горелого трупа с пожара, который привозят. Он очень похож на запах шашлыка, потому что, в принципе, это то же самое мясо. Он, конечно, более специфический, но какая-то схожесть есть. А самый неприятный вот за всю мою практику это был утопленник, который еще дней 10 пролежал на дне реки или озера, не помню. Вот он мало того, что он утоп, так он еще и сгнил. И вот его при вскрытии потом, да, неделю проветривали весь морг, потому что запах очень едкий, очень, конечно, когда такой большой зеленый надутый труп, оно очень чувствуется. Даже нам порой бывает неприятно до рвотного рефлекса. Из неприятных моментов еще, наверное, выделю за первый год работы судмедэкспертом я вскрывал, наверное, трупов 5-6 детей. От 7 дней жизни и заканчивая там 15-летними подростками. То есть 5-10 лет. Ну, естественно, это все насильственная смерть, несчастные случаи какие-то. Никогда не забуду, когда я выехал на частный участок ночью. Ну, не ночью, это вечер еще был, но уже темно. И мы супергруппой приезжаем, а там рядом с маленьким прудиком лежит маленькое тело 5-летнего ребенка. А у меня на тот момент как раз сыну было 5 лет. Я приехал, вот точно такой же лежит. Случайно свалился в пруд и за пару минут захлебнулся и уже откачать не смогли. Любимая часть работы. Исследование трупа. Сам момент, да, это интересно, когда ты узнаешь именно причину смерти, копаешься в этом и докапываешься до истины. А нелюбимая? Да нет такой. Мне все нравится. Самый пожилой человек, которого ты вскрывал. 101 или 103 года. А самый молодой? 23 недели. Кремация или захоронение? Ну, наверное, захоронение. Кем бы ты стал, если не патологоанатомом? Гинекологом, акушер-гинекологом. Насколько правдиво показывают морг в кино? Мое мнение, наверное, в большинстве показывают больше правду. Если мы, конечно, не берем комедии. Сколько зарабатывает патологоанатом? Оклад у меня 26 с копейками тысяч. Вот, плюс стимулирующий, плюс там за работу с гистологией и так далее. Ну, 1050-70 получается, как бы, на жизнь хватает. Легкие курильщика отличаются от легких некурящего человека? Да я бы не сказал. То есть на вскрытии они, по сути, ничем и не отличаются. Да, естественно, легкие страдают от нехватки кислорода, где-то альвеолы помирают, но это не настолько все в действительности выглядит, как рассказывают и показывают на картинках. Ты считаешь свою работу опасной? В трупах есть так называемый трупный яд. Вот, и бывает, трупы попадают в ВИЧ-инфекции. Тоже это все очень аккуратно делается. Поэтому вредность, конечно, опасность есть. Насколько оправдан страх быть похороненным заживо? Мне мой санитар бывший рассказывал один случай. Не знаю, верить ему или нет. Вот, но с его слов, то, что да, привезли тело с улицы, вроде констатировали смерть, положили в холодильник. А через пару часов оттуда стук. Открыли, а он оттаял. Потому что на улице был мороз. Он замерз, вот, но не умер. И он, естественно, оттаял, проснулся, протрезвел и проснулся. Ну, это очень редкие случаи, мне кажется, там 1 на миллион, на миллиард. Какой у патологоанатомов сленг? Я вот лично называю гробы чемоданами. То есть как-то уже вот завелось то, что там привезите чемодан, нужен чемодан. Естественно, это только между нами, при родственниках, естественно, только гроб.
Подснежник мы вполне себе часто использовали, да. Это по весне, когда снег тает, и тогда обнаруживаются трупы, которые всю зиму пролежали, так скажем, пока бы снег не сошел, они бы не были обнаружены. Врач патологоанатом, то есть сокращенно патанатом. Влияет ли частый контакт со смертью на твое восприятие жизни? Интересный вопрос. Мне почему-то сразу вспомнился мой преподаватель по патанатомии. Это был, по-моему, 3-й курс института. И каждое занятие мы приходили, он все время что-то шутил, был веселый, довольный. Мы сначала вообще этого не поняли. И кто-то из нас в очередной раз его спросил: а почему вы такой счастливый и радостный? Все время шутите, вы же с трупами работаете. А он тогда и ответил, я вот никогда не забуду это. Он говорит: если к нашей профессии относиться 100% серьезно, то у любого просто крыша поедет. То есть в любом случае нужно быть позитивным, веселым, жизнерадостным, где-то шутить, юморить. И тогда просто оно проще как-то переносится, потому что переживаний все равно много. Вся эта, так скажем, боль родственников, слезы все равно проходят через меня, и не пропустить через себя это невозможно, как бы это ни скрывать. В нашей профессии, я думаю, только с сильными нервами могут работать, да, и ничего не произойдет. Так же, как кто-то по вечерам там крестиком вышивает, я по вечерам пою. У меня есть оборудование профессиональное, сценическое, да, мы выезжаем, поем. Для себя записываю песни какие-то. У меня есть небольшая студия дома, маленькая каморочка. То есть я, в принципе, жить без музыки не могу. Потому что в тишине, ну, это можно с ума сойти. Не приходилось с трупом разговаривать? Да, ну, как-то невольно, знаешь, получается то, что с трупами разговариваешь. То есть какие-то мелочи, да, поговорить с кем-то хочется. И вот бывает какой-то там: что ж ты, лапочка, что ж ты так там, не знаю, запустила там свои почки. То есть мне в морге комфортно, мне нравится эта профессия. Я считаю, что я делаю нужное дело. И поэтому я занимаюсь тем, что мне вполне себе устраивает. Вот, в принципе, на данном этапе теперь я буду ждать, когда приедут родственники. Они забирают сегодня, поэтому тело я положил сразу в гроб. И сегодня, когда они приедут, я уже буквально за 5-10 минут приведу в порядок лицо, все вытру, наложу макияж, повяжу платочек и уже буду запускать родственников прощаться. Поэтому вот здесь у нас все происходит как-то так. Многое, конечно, не рассказал, упустил. За один раз это рассказать все невозможно. Вот. Но в общих чертах, я думаю, теперь будет немножко понятнее всем, кто это никогда не видел, не знал, как это все работает. Вот. Может, кому-то это и поможет. Кто-то будет меньше бояться смерти, кто-то, может, наоборот, больше. Не знаю. Смерть, она такая. Никого не щадит, никого не красит. Но и избежать ее никому не удастся, к сожалению. Поэтому как-то так.